Пользуясь случаем, решили пообщаться на улице с простыми поляками, позадавать им вопросы. Вопросы практически одни и те же по поводу героизации УПА и Бандеры, по поводу возможности вступления Украины в Евросоюз, а также по поводу дружбы Польши и Украины. Ну, как известно, Польша и так является нашим большим другом. Там будет вопрос по поводу войны России и Украины. Так вот, поляки на самом деле искренне верят, что на Востоке происходит война Украины и России. Ну, об этом же говорит, кстати, и наш президент, так почему бы ему не поверить. В общем, смотрите, мы разделили этот опрос, потому что он достаточно длинный, на две части. И перед вами первая часть. Считаете ли вы, что Украина готова вступить в Европейский Союз, НАТО, и должна ли она там быть? Опираясь на свои общие знания, что получаю из СМИ, которые регулярно просматриваю, кажется, можно сказать, я убежден, что в настоящий момент Украина не совсем подготовлена как государство, как общество. Nawet mogę powiedzieć, że jestem przekonany, że na chwilę obecną Ukraina nie do końca jest przygotowana jako państwo i jako społeczeństwo do tego, чтобы вступить в Евросоюз по банальной простой причине, хотя бы потому, что не соответствует всеобщим стандартам, требуемым для того, чтобы быть членом ЕС в формальном плане. Wymaganych, ażeby być członkiem Unii Europejskiej w sensie formalnym. Dotyczy to Касается это как общественной сферы, так и экономической, сферы бизнеса. Общеизвестная коррупция в экономике, в украинском обществе, неуравновешенная, нестабильная политическая система, о которой говорят. Это самые важные, хотя не единственные факторы, которые указывают на то, что Украина на сегодняшний день, момент, еще не готова. Takie najważniejsze, aczkolwiek nie jedyne czynniki, które wskazywałyby na to, że Ukraina na dzień dzisiejszy, w chwili obecnej nie jest jeszcze gotowa. Считаете ли вы, что на войну между Украиной и Россией Польша должна отправить своих солдат, чтобы помочь Украине? Мне не кажется, не думаю. Отправление польского войска на территорию конфликта в Украине, что это было бы лучшим решением? Na teren objęty konfliktem na Ukrainie, żeby to było najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że... Мне кажется, наоборот, это не хорошее решение. Лично я не его сторонник. Как Польша и Украина могут решить проблему истории, проблемы Волынской резни, прославления УПА, Бандеры и Шухевича? Эта проблема известна истории Польши и Украины годами и имела место в нашей истории совсем недавно. И ее память еще жива среди старшего поколения. Во многих польских семьях об этом говорят. Pamięć jest żywa jeszcze w środowisku osób starszych i o tym się zapewne mówi w wielu polskich rodzinach. Nie jest to... Это однозначно нелегкий вопрос. Конечно, это вопрос трудный, очень трудный. Но это не может означать, что его невозможно решить. Trudna, nawet bardzo trudna. Nie musi oznaczać, że jest ona niemożliwa do rozwiązania. Z całą pewnością jest możliwa. Уверен, этот вопрос можно решить в современном мире 21 века. Необходимым условием для того, чтобы пытаться решить проблему, является диалог. Podjęcia próby skutecznego rozwiązania tego problemu jest dialog. Uważam, że... Думаю, что это единственная соответствующая форма, которая в реальной перспективе может привести к, во-первых, выяснению еще существующих спорных вопросов польско-украинской истории. Spornych jeszcze spraw istniejących w historii polsko-ukraińskiej, a w dalszej kolejności... А впоследствии к пониманию тех проблем и пониманию между обществами. Porozumienia między społeczeństwami, głównie elity polityczne. Политические элиты дают нам понять, что решают определенные вопросы, договариваются, тогда как, по моему мнению, важнее взаимопонимание и нахождение совместного исторического прошлого на уровне общества, на уровне человека, поляка и украинца. Czy wręcz wybaczenie sobie wzajemnych jakichś zaszłości historycznych na poziomie społeczeństw, na poziomie człowieka, Polaka i Ukraińca. Бандера — это трудный элемент украинской истории. Волынская резня — это сложный элемент. Но, наверное, чтобы в них разобраться, нужна добрая воля, во-первых, и нужен диалог. Мне кажется, хорошие знания истории, диалог на уровне человека. Są to elementy do rozwiązania.
potrzeba dobrej woli po pierwsze i potrzeba dialogu i to wydaje się dobrego poznania historii i dialogu właśnie на tym poziomie ludzkim. Odwiedzajmy Ukrainę. Навещаем Украину, украинцев, принимаем их у себя, строим взаимоотношения на самом низком уровне, на бытовом, особенно среди молодежи. И думаю, что в более длительной, но реальной временной перспективе у нас есть шанс. Ale realnej perspektywie czasowej jest szansa, a nawet pewność. У меня даже уверенность, что, во-первых, договоримся и поймем те дела, те старые дела, и сможем действовать на элементарном уровне, основываясь на взаимопонимании. W zasadzie wzajemnego zrozumienia i współpracy. Считаете ли вы, что Украина готова и вообще должна быть в Европейском Союзе и в НАТО? Znaczy nie jest gotowa, ale powinna... Она не готова, но должна быть и тогда, когда исполнит все условия, как и каждое другое Jak государство. każde inne państwo. Должна ли Польша отправить своих солдат на восток, чтобы помочь Украине в случае войны с Россией? To jest trudne pytanie. Это сложный вопрос, потому что дело носит сложный характер. Нельзя так сказать однозначно, что должна. Существует слишком много факторов. Об этом должно дискутировать правительство, потому что они имеют определенные знания на тему того, что должно быть. Трудно сказать да или нет на этот вопрос. To trudno powiedzieć tak albo nie na to pytanie. To jest naprawdę... Как вы относитесь к прославлению УПА, Бандеры, Шухевича сегодня на Украине? Generalnie jak najgorzej. В общем, очень плохо. Вся надежда на то, чтобы где-то поддерживать силы, если мы вообще должны их поддерживать, на то, что Польша должна делать как государство, так это поддерживать полностью демократические силы, чтобы у бандеровцев было как можно меньше влияния на страну. Если Украина рассчитается с прошлым, с Волынской резней УПА, то возможно ли дружба, искренняя польско-украинская дружба? Иван, wszystko jest możliwe. Все возможно. То, что кажется невозможным, через какое-то время становится возможным. Это напоминает мне о том, как Бегин получил Нобелевскую премию за заключение мира Израиль и Египет. Он сказал, что мир заключается с врагом. Ну, если заключаем мир, тогда должен быть мир и все. Считаете ли вы, что Украина должна быть в Европейском Союзе? Да, считаю, что должна быть. Почему вы так считаете? Ну, потому что она Украина, наша соседка, и наверняка экономически вырастет, так же, как и Польша. Пример Польши дает ей пример, чтобы развиваться дальше и для ЕС, и для Украины, и для людей на Украине. I dla Unii Europejskiej, i dla Ukrainy, i dla ludzi na Ukrainie. Считаете ли вы, что Польша должна помочь Украине в случае войны с Россией? Деликатный вопрос, но вроде да, думаю, нет другого выхода. Иначе это закончится позже у нас. Skończy później u nas. Как вы относитесь к прославлению УПА и Бандеры сегодня на Украине? Не делает ли Украина ошибки, прославляя людей, которые участвовали в Волынской резне? Ну, это деликатная тема, они имеют свое мнение на этот счет, но думаю, они немного тонко к этому подошли, и что-то немного поменять, так как у нас ситуации бывали разные, знаем послевоенную ситуацию, надо как-то идти вперед и немного по-другому посмотреть на это. Iść do przodu i to inaczej spojrzeć na to. Считаете ли вы, что после Майдана Украина стала более демократическим государством, более европейским? Нет, считаю, что наоборот. Нынешнее правительство вредит Украине. Кроме того, во времена предыдущего президента на Украине жилось, несмотря ни на что, лучше. Президента на Украине жилось mimo wszystko lepiej. Считаете ли вы, что Европейский Союз должен принять Украину к себе? Нет, формула Евросоюза и так исчерпывается понемногу, и новые члены не должны быть приняты. Думаю, что это будет скорее ситуация, что старые участники ЕС будут покидать, например, Великобритания, возможно, Польша, конечно. Это нехорошо, но это реальность. Na przykład jak Wielka Brytania, być może Polska. Chociaż oczywiście to nie jest super dobre, ale no takie są realia. В случае войны Украина-Россия, должна ли Польша отправить своих солдат на восток, чтобы помочь Украине? Нет. Нет, категорически нет. Как вы относитесь к прославлению УПА и Бандеры в Украине? УПА, точнее Бандера, это герой Украины, в то время как в Польше однозначно ассоциируется с убийством поляков. С morderstwem Polaków. Так что, мы должны протестовать на каждом шагу. Если посланники Бандеры и организации УПА хотят что-то делать в Польше или разговаривать с поляками. Chcą cokolwiek w Polsce działać, czy rozmawiać z Polakami. Значит, категорически нет для дружбы с бандеровцами? Yes. Так точно. Как вы относитесь к прославлению УПА и Бандеры сегодняшней украинской властью?
Считаю, что это неверно. В общем, УПА были преступные организации. Многие поляки были из-за них убиты. Так что нельзя им, мое ощущение, мое мнение, нельзя их прославлять. Że nie można ich, w moim odczuciu, moim zdaniem, ich gloryfikować. Кого они убивали? Они убивали солдат? Wszystkich Polaków, Всех, поляков. Детей, женщин. dzieci, kobiety. И детей, и женщин. Страшно было то, что они делали. На Волыни что случилось? Там украинцы, это был ужас. Przecież Wołyń, przecież to było straszne. Dla mnie przyjaźń Для меня дружба с украинцами неправильна. Это мое ощущение. Может, неправильно оцениваю. Но просто, зачем нам эта дружба? Думаете ли вы, что дружба с украинцами возможна? Ну, с украинцами, а не именно с бандеровцами. Jako naród. Как с народом, да, может быть. Но все-таки у меня нет симпатии к этому Chyba ja народу. ich w Kanale nie darzę sympatią. Считаете ли вы, что Польша должна поддерживать Украину в стремлении вступить в Евросоюз? Wie pan, trudno mi to na to Однако odpowiedzieć. трудно мне на это ответить. Мне кажется, что Польша вообще не должна тут вмешиваться. Мы уже имеем последствия вмешательства, отношения с Россией. Зачем нам это надо? Чтобы Россия смотрела на нас так, как сейчас. Это заслуга наших Po хозяев. co nam to było? Żeby Rosja na nas patrzyła jak w tej chwili, to jest zasługa naszych panów, więc nie bardzo to widzę. Считаете ли вы, что Польша должна выслать своих солдат на восток Украины в войну с Россией? Нет, ни в коем случае. Стала ли Украина после Майдана более европейским, демократическим государством, менее коррумпированным? Wie pan, trudno Знаете, mi мне powiedzieć, трудно сказать, не знаю. Я не интересовался. У меня нет симпатии к этой стране, поэтому мне трудно ответить.